Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю сметанный заварной крем. По моему рецепту немножко он отличается от классического сметанного заварного крема, но крем получается необыкновенно вкусный. Многим кажется, что он еще вкуснее даже, чем крем-пломбир. И получается он очень стабильным, идеально подходит для украшения тортов, пирожных, капкейков. Он прекрасно держит форму даже в очень сильную жару, без сливок, без желатина и готовится из самых доступных продуктов. И сегодня в данном видео я его буду готовить специально, чтобы вам показать на самой маложирной сметане, то есть 10% жирности. Нам для этого понадобится, здесь у меня 250 грамм сметаны, 10% жирности, она у меня очень холодная, поэтому так выглядит. Туда же я добавляю сразу пакетик ванильного сахара, 70 грамм обычного сахара. Все это перемешиваю. Также добавляю туда 100 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это также перемешиваю. Добавляю туда также 2 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм. Яйца в данном случае у меня с очень насыщенного цвета желтками, поэтому цвет крема желтоватый. Добавляю 20 грамм муки. И 30 грамм кукурузного крахмала. Все это очень хорошо перемешиваю, чтобы не осталось ни одного комочка. Когда смесь вот такая вот однородная у меня, я иду уваривать ее на плиту. И на очень умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании увариваем крем. Он у вас начнет густеть. Вот здесь вот у меня уже начинаются первые признаки кипения. То есть такие первые вот пузыри, их видно, они пошли. И не переставая помешивать, я провариваю эту смесь еще примерно 30 секунд. И смесь очень сильно загустеет, этого не нужно бояться, так и должно быть. И смесь уже по прошествии 30 секунд у меня готова. Видите, идут пузыри такие снизу. Я выключаю плиту и иду перекладываю сейчас уже в емкость, где у меня будет заварная основа остывать до комнатной температуры. В кастрюле нет никаких пригоревших мест, то есть если вы будете это делать на умеренном огне и при непрерывном помешивании, все получится. Обязательно накрываем пищевой пленкой в контакт. И здесь у меня 140 грамм сливочного масла нагревается до комнатной температуры. Итак, прошло у меня пару часов. Жара у меня сильная очень в помещении, поэтому масло само по себе прогрелось вот до такой консистенции. Заварная основа у меня остыла до комнатной температуры. Если же в зимнее время года, масло вот до такой консистенции обязательно прогрейте тогда в микроволновке. Я его взбила пару минут до пышности и до побеления. И сейчас заварную основу, вот такая она плотная получается, я добавляю в 3 приема. Если вы новичок, не умеете работать с такими кремами, пробейте буквально несколько секунд миксером сначала заварную основу перед введением ее в масло. Итак, крем готов. Долго здесь я ничего не взбивала. Главное, чтобы и заварная основа, и масло были примерно 25-27 градусов Цельсия, не ниже. Иначе крем у вас расслоится, как и любой заварной крем. Крем превосходно держит форму, даже вот в такую жару. Я здесь намеренно взяла сметану самой низкой жирности, то есть 10% жирности. И даже с такой сметаной крем получается необыкновенно вкусный и стабильный. Если вы возьмете более жирную сметану, крем будет еще более глянцевый и однородный. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.